Пубертат увидел мир. Что такое, Саня? Пацаны, была очень жесткая ночь. Сейчас едем забирать гостей и снимать влог. Идем охотиться на сома. Сегодня едем за 500 километров от Киева. Буду пробовать сегодня выловить сома и показать вам, как можно выловить сома. Так что не переключайтесь, всем приятного просмотра. А мы едем снимать. Я не спал. Че? Лежал просто. Нервничал? Да. Из-за чего? Я про сома думал всю ночь. Как он там без меня. В тумане, говорю, на карьере. Друзья, привет! В прошлой серии вы в комментариях написали, что вам очень сильно понравилась серия. Вот, и там были самы. И мы решили этих самов сегодня еще раз поехать и выловить. А взяли с собой еще Котофеича, как эксперта по технической части этих экскаваторов. Расскажешь нам, как оно работает, как то, все, двигателя, вот эти все штуки. Там огромные какие-то моторы. Поедем, снимем техническую часть и выловим сама и съедим его. Расскажем, покажем, научим и все остальное. Друзья, не переключайтесь, мы едем с Котофеичем на роторные экскаваторы. Сань, ты помнишь, как ехать или навигатор включить? Конечно помню, 1000 раз там был, я эти все места знаю. Я вообще типа профессионал, как туда ехать. Что, можно... Тебе что, напомнить, как мы на дачу поехали в Кубыща? Я, говорит, знаю куда, пошли через поле кукурузное пройдем. Навернули круга в 5 километров, вместо того, чтобы 2 пройти по прямой. Было дело. Ну так только бы ща тут по трассе, только показывай, куда ехать, да и все, машина везет себе спокойненько. Бей посуду, я плачу. Да. Я главный пубертат, я главный суперсус, я еду на главные карьеры. Все мое, вся сторона моя. Ну ничего, достигнем успеха вместе. У-ху! Колбасного успеха. Колбасный успех. Тество, тество, тество. You wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. Привет, друзья! Вы на канале Суперсус. Сегодня мы с Сусаниным едем на роторные экскаваторы в карьер. Так что будет интересно. Не переключайтесь. Да. Друзья, с нами еще едет группа поддержки, сзади охрана, там все службы. Но потом узнаете позже, кто это. Так что это интрига, интрига, интрига. Куми, диви, які гарні соняхи повиростали цього року. На продажу, може, наберемо, попродаємо трохи? Наберемо, поїдемо в Київ на Видобичі, нарвемо, будемо продавати коло метро. А що тобі той Київ? Кагарлик на базар і все, будемо мати виручку. Поїдемо і усе. Дивіться, як пан Сус для вас гарно старається зі своїм кумом, поїхав по соняхи під Київ знімати серію і ловити рибу. Ви на каналі Суперсус маєте пригоди сьогодні дивитися з екранів телевізора, а ми тут знімаємо для вас, їдемо знімати контент, як то кажуть. А ви устраюйтесь поудобні у свої дивани і дивіться, наслаждайтеся. Рідна природа! Друзья, раньше я был самым обычным человеком, работал на стройке и получал 100 гривен в день. Сейчас я знаменитый блогер, у меня 1 000 000 подписчиков на ютубе. Все это я получил благодаря вам, мои зрители. И специально для вас, мои любимые, мы сделали наш фирменный мерч от Суперсуса. Фирменные панамки, футболки, вот такие футболки, носки,
еще носки, сус-боксы с противогазами и аптечками. Все это вы можете купить у нас на сайте supersus.shop. Заходите и выбирайте. А если не зайдете и не выберете, мы все равно вас очень сильно любим. Фирменный мерч от Суперсуса. Ссылка в описании под видео. Ребята, мы все-таки как-никак, кроме вылазки, мы еще собираемся на рыбалку. Взяли червяки на наживочку. Ого, какие они живучие. Щекотают, прикинь как. Смотри, какие классные. А у тебя есть опыт рыбалки? Конечно, я 30 лет. Смотри. Хоп. Что, Котофей, думаешь, детский сад или чем-то увенчается это? Посмотрим. Еще неизвестно пока. Что, может, одного отпустим чисто из уважения? Давай. Где он, в воде любит или в бетоне? Да, в воде. Друзья, давайте одного на удачу отпустим. Все, прощайте. Что, друзья, поскольку, чтобы они жили, надо им чуть-чуть этого удобрения дать. Водички, влаги им надо подливать. А ну, Харкни трохи. Не хочу. А, Котофей благородно, видишь их? Водичечка, видишь, оживают сразу. Едем на рыбайку. Ну что, друзья, наше путешествие идет по плану, движемся по графику строго намеченному. Так что сегодня мы возьмем все наши желаемые объекты и покажем вам останки более развитых цивилизаций. С вами Пубертат, не переключайтесь, а мы идем дальше. Путешествовать. Друзья, берегите природу, любите ее, это все, что у нас есть. Это радость выехать на природу. Для вас едем на природу, снимать урбанистический объект. Это самое прекрасное, что есть вообще у нас в жизни. Природа. Да. На, кукурузу жри. Жри, падла. Кукурузка. Природа наше все. Воу-воу! Александрия. My chain dancing, my head big, my top heavy, I let it down. See me shining, they hating on me. Все, друзья, приехали уже ту на точку. Остался последний рубеж, последние 2 километра. И уже заезжаем, будем разгружаться, раскладывать весла и брать, как говорится, Бастилию. До конца солнца надо успеть обойти охрану, дотащить лодки, дотащить провизию. И на 2 суток там зависнем. Пацаны тут опасно, так что быстро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, уезжаем отсюда быстро. Все, друзья, доехали, уже чуть-чуть умаялись, 5 часов ехали, жарко немного. Ну ничего, через полчасика уже будем где-то на карьере, будем надувать лодки, будем уже грузиться. Сейчас посмотрим, сейчас охрану еще последний рубеж объедем, и потом еще час идти пешком нам. Если помните, друзья, мы ездили совсем недавно с бесславными ублюдками сюда на карьер. Просто мы приехали впритык, уже почти сразу село солнце, и мы не успели в полной мере изучить, рассмотреть и показать вам эти конструкции. Но сегодня мы хотим восполнить этот пробел, все-таки полноценно по ним полазить, рассказать вам, как сделано это хитрое устройство. И вот у нас человек с техническим образованием, Котофеич. Нам сегодня Котофеич расскажет, покажет и научит, как гонять мотор. Все, друзья, мы приехали, собрались, встретили наших ребят еще во главе с
по линвой. И, короче, на самом деле осталось всего лишь 2 часа. Скоро сядет солнце, поэтому нужно поспешить. Все, вся банда в сборе. Идем, собрались. Отправляемся через горы, через руины. Карьеры, ой-ой-ой. Держи меня сзади. Что, Котофей, ты готов форсировать? Будем, да. Смотри, нам час сейчас идти по дикой пересеченной местности. Потом прыгаем в лодку. Вон мы взяли лодку с веслами. И плывем, будем на этот раз к ковшам просто подплывать на лодочке. Да. Давай, рюкзаки на горбы и полетели. Все, погнали. White J's, white Porsche, white wrist, white horse. Все, пацаны, мы приехали на точку, десантировались. Обвешенные, обвьюченные, непонятно чем, как муравьи. Но довольные, что приехали, идем на точку. Солнце садится, дорога заняла немного больше времени, чем мы предполагали. Где-то час нам еще идти, повторюсь, по дикой пересеченной местности. Ну и останется буквально часик-полтора, чтобы поплавать на лодке. А как будет садиться солнце, будем раскладывать снасти и будем ловить уже этих огромных 1,5-метровых паскуд. Словим их и съедим. Будешь сама кушать сегодня? Ну, буду, конечно, раз такое дело, раз такая гулянка пошла. Я до этого заходила в магазин и посмотрела специально, как выглядят куски сама, чтобы представить себе их размеры. И достаточно внушительные рыбы большие. Посмотрим, как они нам попадутся, не попадутся. Будут ли они с нами сражаться и кто победит. Аккуратно, резкий спуск. Фу, на мне килограмм 40, наверное. Аккуратно, бо куча корях под высокой травой. Тут целые пни, аккуратно. Пацаны, это особенно жестко делать с вот этой лодкой 9-метровой на шее. Котофей, ну это самый сложный участок дороги. Все, перешли самый сложный участок дороги, зашибись. Осталось еще немножко, минут 10 и будем на месте. Нормально, Котофей, справляешься? Отлично, все хорошо. Фу, пацаны, очень жарко. Закатное солнце прямо весь пот вынимает из организма. Но надо спешить, потому что скоро солнце зайдет, и мы вообще ничего не успеем. Да, пацаны? Второй раз как-то уже более уверенно, да, ну идет? Да, уже ж были здесь, уже знаем, где что. Прям, именно прям, как танки. Нормально. Ну что, братва, порядок? Порядок. Слушай, Сусаня, ну я не знаю, как ты, но я что-то с непривычки вообще подкоптился. Мы сейчас просто вышли в такое время, что сейчас самое солнце, именно самое страшное пекло. Это именно зенит, короче, с 4 до 6. Самое страшное именно людь, в которую врачи запрещают даже загорать. Так сейчас 7. Сейчас нет, сейчас 4. Сейчас зайдем, прохладимся, будет нормально. Друзья, ради вас стараемся, попали в самое пекло. Идем на карьер, уже почти пришли, осталось пару минут буквально. Вот, ради вас сегодня стараемся, делаем, преодолеваем, как это, солнечные бури. Будем самого вылавливать. Оп. Йоу! Ловимся через хащи. Oh my god. Полечка, видала какие машины? Да, классные, как корабли какие-то огромные. Ты мечтала тут с детства, да, побывать? Да, я прям с детства. Я еще видела черно-белые фотографии и думала, что невозможно сюда попасть. Котофей, ну что, я тебя поздравляю, мы приехали. Спасибо. Как ты оцениваешь место? Вообще класс, просто потрясающе, восхитительно. Это мы спускаемся просто в угольный разрез. То есть эту яму вырыли ковши. Машины, которые добывали полезное ископаемое. В данном случае это была руда. Они вырыли вот такую огромную яму. Мы сейчас как маленькие муравьи спускаемся на ее дно. Как можно было так бездарно все просрать? А кто это просрал? Чья вина? Ну, мы это опустим. Все и так поймут, чья. Кличко? Не, Кучмы? не. Аркус, Рейкус!
Смотрите, пацаны, мы идем по каким-то камышам, спустились практически к водоему. Дальше идем вдоль линии берега, пробираясь по густой высокой траве, ну, и в человеческий рост. Сейчас будем уже скоро плыть. Когда первый раз увидел, то очень расстроился. Такая машина, техника, труд тысяч людей, которые его собирали, так бездарно просран и ржавеет вот тут вот стоя в воде. Даже не порезанный. А что лучше, чтобы порезали или чтобы стояла нас радовала? Ну, если на то пошло, работать оно больше все равно не сможет. Ну, у него судьба либо превратиться в другие полезные вещи, либо будет стоять и радовать нас. А что не может работать? Думаешь, механизмы испортились под водой безвозвратно? Уже, конечно. Двигатели, все. Ну. Все, пацаны, прибыли, поздравляю вас. Все, ребята, добрались, горем пополам, кое-как через кущи, через тернии, как говорится, к звездам. Мы уже на месте. Вот они, эти легендарные махины. В общем, сейчас надуваем лодку, раскладываемся и плывем. А как солнышко начнет садиться за горизонт, как начнет темнеть, то достанем снасти и будем ловить эту паршивую рыбу. Сом! Я очень доволен, я в восхищении. Боже, я так намок, капец, чтобы по линии хитрости не было. Что, друзья, уже приехали, сейчас чуть-чуть отдохнем. У нас осталось 2 часа до темноты, уже будем плыть. Сейчас, ребята, отправим гуляться на краны, а сами будем вам рассказывать. Сейчас вернется лодка, и будем вам рассказывать все, что мы хотели сегодня рассказать. А стемнеет, и мы на Сома пойдем. О. Да? Да. Ты поднимаешься? Давайте, потолкайся. Да запрыгивай внутрь, веслами уже оттолкнетесь. Не мочи ногу, не мочи ноги. О, самы поднимаются с дна, слышишь? Нет. Все, давай, удачки. На центр озера не выплывайте, скрывайтесь за кораблями. Все, друзья, поплыла первая команда. Сейчас ребята заплывут на корабль. И потом мы уже спокойненько доплывем. Задумались тоже 2 девочек самых легких посадить наперед, а лодка сейчас сзади тупо потонет. Да. 2 самых здоровых сели впереди, сейчас лодку затопят. Ну что, Сус, это вообще наглешь? Вот так вот на лодке плыть среди бела дня, не боясь ни бога, ни дьявола. Метод вполне достойный нам, как уже людям-профессионалам. Что не позволено, как говорится, другим, то позволено вельможам. А ты вельможа в какой области? Ютуба? Это уже Кировоградская область. Тут Котофей Суперсус котируется как господин вельможа. Да, уже он тут царь и бог. Все, перед ним все двери открываются, подписчики узнают уже все. Сейчас вон даже охранники сидят в бытовке и на айфоне смотрят Суперсуса. Як ти думаєш, що думає охранник, коли нас побачить? Охранник думає таке, що типу думає, йолки-палки, чого він до мене не підійшов і не подивився, постукав би в дверки, я би молотку на дуби, то поплив би, я би сама зажарив би, то 150 налив би, і було б все хорошо. Это что, началась уже прикормка сова? Да. Корыто подано, мосье, прошу. Сэр. Извольте пожаловать на борт. Быдло прибыло, сэр. Катафан, давай. Осторожно, не намочитесь, господин. Оп. Господин, да Все. Ну что, добро пожаловать, мы все, оказались на борту нашего судна, неповторного авиалайнера под названием Котофеич и Сусанин. И во главе наш президент Димон и бортпроводница Полина. Да. Желаем вам приятного отдыха и приятного просмотра. А мы поплыли. В какой последовательности будем изучать эту коммуникацию? Поплывем вокруг, обплаваем чуть-чуть. Потом посаходим внутрь в трюм, и Котофеич расскажет, как это и для чего было сделано. Вот так вот шикарно, ровно так и плывите, как вы плыли. Котофей, у тебя опыт есть управления плавсредствами? Есть, но тут нас 2, поэтому нам немножко не с руки. Возьми шефство над Сусаниным, тогда руководи его движениями весельными. Ты себя на воде уверенно чувствуешь? Я да. Если вдруг самы лодку начнут переворачивать, не испужаешься? Ничего, не перевернул. Воротили, да не переворотили. Отравится Сусанин. Подранок. Думаешь, уже рыбу какая-то Ну поймает? да, может малек какой-то. Сейчас на мель сядем, Котофей. Сейчас как сядем, так и встанем. Ты понял, что? О,
Так что, Котофея, а ты имеешь техническую оснастку ума и приблизительно понимаешь, для чего эта машина была сделана? Ну, конечно, я про них читал, про эти экскаваторы. Когда я их увидел, они меня очень заинтересовали. Поэтому я провел, так сказать, научную работу и выяснил, что к чему. Ну, и плюс моих знаний теоретических достаточно и практических в механике и в машиностроении, чтобы сказать объяснить примерно. Вот. Ага, и что? Зачем оно было сделано? Расскажи в 2 словах. Ну, машина эта должна была проводить, она как бы, это первичная обработка, она с крышу снимала, то есть измельчала породу перед собой вот этим вот роторным ковшом. И потом, после, порода с ковша высыпалась на конвейерную ленту, которая идет вот по вот этой стреле. С конвейерной ленты она падала по центру этой машины, есть воронка, она падала на другую конвейерную ленту, и с той конвейерной ленты она поступала на отвалообразователь. А отвалообразователь уже отгружал как полезную породу, которую потом вывозили отсюда на вагонах, так и пустую породу, из которой вот эти все острова, вот эти отвалы, вот эти кучки были насыпаны вот этим на вагоны отвалообразователем. И что, тут железная дорога под водой получается? Была железная дорога, здесь были автомобили, которые возили эту руду до места погрузки. А руду выкапывали какую, железную руду? Нет, это бурый уголь. Это карьер, это последняя ласточка, последний открытый карьер месторождения бурого угля в Украине. Последний открытый карьер, который, к сожалению, не выжил, увы. А когда ты говорил, в 2008-м закрылся? В 2007, да, то ли, кажется, в 2007 или 2008 его обанкротили, предприятие признали банкротом, и вот с тех пор все эти машины встали. На данный момент статус его я не знаю, это надо более детальный. Ну а машины эти впоследствии того, что их началось затапливать, из-за того, что карьер, как бы предприятие банкротилось, отключили установки водопонижения. В связи с тем, что отключили водопонижение, начал подниматься уровень грунтовых вод, и оно начало медленно затапливаться. И все, вследствие того, что наступило быстрое затопление, такие огромные механизмы просто не успели порезать из-за того, что их очень быстро затопило, но и на тот момент это, очевидно, не представлялось возможным. Так, ты мне скажи один такой главный вопрос. Эти штуки, если вы вот сейчас, допустим, восстановить, их можно куда-то запрессовать? Восстановить? Нет, запользовать куда-то. Ну, конечно, они могли бы до сих пор работать. Ну, это карьерные экскаваторы, они как бы больше нигде особо не применимы. Они применимы так либо... уголь уже не надо никому. Ну, как это не надо? А куда никому? уголь надо? Они применимы на добычу не только угля, они применимы на добычу любых полезных ископаемых. Открытым способом? Открытым способом, да. Будь то марганец, будь то это устройство, эта машина, она работает все. Вот этот 1 и 2 отвалообразователь и этот экскаватор, они работают от электричества, от напряжения 10 тысяч вольт, которое подается по кабелю. За этой машиной тащится кабель, ну, какое-то выделенное ей расстояние. Мощностью он где-то либо 1000, либо 1500 киловатт. Ого! Да. Это он имеет такую мощность. Вот мы его можем видеть даже, кстати, вон он. Большой серый гроб квадратный. Да. Вот это он. Это двигатель на 6 киловольт. Ну. Ты же на корабле был. Я был, да. Я служил на корабле. Котофей знает про корабли, может рассказать много, очень тоже интересно. Очень жалко, что затопило щитовую, подстанцию саму. Я когда здесь был в прошлый раз, ну вот смотри, ты сейчас видишь вот эту трубу над водой. Это поручень ходка, ну платформы для... Так что давай подплывем к нему или куда нам, или куда мы хотим? Давай к вот этой будке, может, подплывем, посмотри. Ничего себе, слушай. Но я вам скажу, то, что оно затоплено, оно в 1000 раз круче, если бы оно было просто заброшено и стояло на земле. То, что оно стоит... в глади воды, поднявшейся в грунтовой воде, это дает этому месту определенную прелесть и магию даже. Придает антуражу, так сказать. Конечно, пацаны, нигде в Украине больше такого нема, нигде даже в мире, наверное, такого нема. Прикинь, Котофей. Да. А это будка кого? Это будка оператора, собственно, роторного колеса. Аккуратно, смотри, непонятно, какие металлические конструкции под водой скрыты. Это кто, капитан был или кто здесь? Нет, здесь был машинист главного органа зероющего. Это, собственно, машинист ротора. А ну давай подплывем. Смотри, там штора даже есть какая-то. Вау, пацаны, посмотрите, какая махина затопленная, мощная. Да ты шо? Посмотри, Котофей, вон рубки эти.
Ты понял? Давай, привязывай нас, глянем, что там есть. На морской или на суходольный? На двойной булинь морской давай. Пацаны, давай глянем вовнутрь. Послушай, там внутри очень круто, очень реально здорово. Открывай двери. Посмотри, это главное кресло управления. На табуреточку на эту можешь аккуратно встать. Аккуратно, потому что под нами вода. Котофей, заходи. Посмотри, как там четко. Запах какой. Кресло машиниста роторного колеса. Здесь сидел человек, который управлял работой вот этого колеса землеройного. А мы отсюда прямо видим землеройное колесо, да, здесь... только оно затоплено. В прямой видимости, да, было уже затопленное колесо, вот, и он контролировал его работу. То есть он просто сидел и наблюдал, включал нужные режимы, контролировал параметры. Тут у нас приборы, вольтметры, киловольтметры, амперметры, только измерительные приборы, которые показывали, собственно, нашему машинисту режимы работы. Передвижение, понял? А кресло такое именно кошерное, дермантином оббито. Именно топовая советская креселка. Видно, что тут кто-то лет 40 как проработал, да? Ну что, Сус, как тебе движется? Класс, я бы тут жил бы. Вообще шикарно. Вот это место для меня. Сидишь, ничего не делаешь, кнопки клацаешь, она себе там крутится. Смотри, пульты связи, что это такое, да? Да. Полочка. Ну, это тут журналы, наверное, лежали. Порнуха, да, какая-то? Да. Пацаны, здесь круто, но очень душно, реально сложно дышать. Выходим на улицу, пока еще не стемнело. Зацени, какие бархатные шторы прикольные. Вообще шикардос. У меня в детстве дома такие висели, и это была гордость для всей семьи. Прикинь, советский раритет. Маленький обленился. Давай. Пузо спрячь, только торчит. Что пузо? Торчит брюшина сальная. А что мне пузо? Ну, какой пример подаешь? Плохой. Я же еще могу подавать пример. Что, Котофей, шикарная будка? Вообще, это восхитительно, просто уникально. Слышь, Котофей, какое главное правило нахождения на воде? Не оказаться в воде? Да, скорее так. Не оказаться... Не пользоваться открытым огнем. Вот мы видим двигатель. Вот он. Большой квадратный гроб. Вот он стоит. Это 6-киловольтный мотор на 6000 вольт. Смотрите, пацаны, это огромное колесо, на котором находится 16 ковшей. Оно вращалось и выкапывалось в грунт. Машина выкапывала грунт. Что про колесо, про это нам известно? Ну, колесо, в принципе, оно... Ты уже все сказал, что нам о нем известно, поэтому, собственно... Сука, впечатляющая штука, как ветер. Да. Чуваки, смотрите, это колесо делало 5 оборотов в минуту. В минуту 5 оборотов. И за один оборот могло выкапывать 30 тонн породы. Ого. Прикинь. 30 тонн? Да. 2 тонны один ковшик забирал? Да. Значит, прикинь, 16 метров, это 9-этажный дом. Вот мы здесь видим сбоку конвейерную ленту, в которую падала, собственно, ископанная порода. Ах, как пахнет тут. Друзья, мы с Котофеем заплыли на роторный экскаватор для вас, и Котофеич сейчас расскажет, как весь этот монстр каменный работает, железный. Пластмассовый, с чего он? Железный. Железный монстр работает, всю техническую часть вам расскажет, прикиньте. Эта штука вращалась когда-то и работала. Так что для вас стараемся, не переключайтесь. Да. Сегодня уникальное место, уникальное. Мы можем потрогать, пощупать и походить по этой машине. Это удивительно. Друзья, еще есть такая информация, смотрите, для того, чтобы управлять этой машиной, нужно было минимум 8 человек. Минимум 8, чтобы ее запустить и привести ее в работу. И весит 4000 тонн. Вот так вот, пацаны, плывем на лодочке, релаксируем. Кайфуем. Да, по-своему кайфуем. Вода расслабляет. Не хочется вообще напрягаться. Такое умиротворение и специфическая даже получается медитация. Да, Саня? Да.
Ну вот, смотри, я вижу здесь, но метра на 2, по крайней мере, точно. Блин, ну что ж ты делаешь? Да. Какие 3 богатыря? Помойки ищу 3 рубля. Капитан, к бою! Затащила под корягу туда и все. Короче, друзья, вон вам будет видно, наверное, вон человек ходит на берегу с биноклем.